Всем привет, друзья, с вами Оля. Я приготовила много разной пасхальной выпечки. Вначале мне было сложно понять, чем куличи отличаются и каким будет результат. Поэтому часто оставалась разочарована. Ожидания не совпадали с реальностью. В этом видео я хочу простым языком рассказать об особенностях каждого рецепта, чтобы вы смогли выбрать именно тот кулич, который вам понравится. Влажная сдобная бабушкина паска. Она получается мягкой, сладкой и, как говорят, немного тяжелой. Мякиш влажный, долго остается свежим за счет сметаны и сливочного масла. При нарезке не крошится. Тесто не капризное, хорошо подходит и не требует особых навыков. В итоге получается добротная домашняя паска, как в детстве. Вместе с ней мы приготовим глазурь по вкусу как маршмеллоу. Чтобы посмотреть полный рецепт, переходите по тайм-коду. Воздушные куличи на александрийском тесте отличаются просто невероятно пушистым и в то же время влажным мякишем. Главная особенность – этот кулич делается на ночной опаре без муки. За счет этого тесто получается особенно нежным и ароматным. Что интересно, данные куличи можно вымешать просто ложкой. Если вы любите тающие во рту куличи, попробуйте этот рецепт. Нажимайте по тайм-коду. Кулич на заварной основе стал для меня открытием в этом году. Его главный секрет – часть муки заваривается горячим молоком. Тесто получается действительно особенным. Мякиш влажный и волокнистый, долго остается свежим. Кроме этого, мякиш сдобный, очень ароматный, невероятно вкусный. Для меня этот кулич – это что-то среднее между бабушкиным сдобным куличом, но с более волокнистой и воздушной структурой, как у панеттоне. То есть как будто бы взяли все самое лучшее из двух видов и получился вот такой вот идеальный кулич. Приготовить его чуть сложнее, чем обычный, но это того стоит. Если у вас есть планетарный миксер, это вообще не проблема. Для меня этот кулич один из самых вкусных рецептов, которые я пробовала. Чтобы посмотреть рецепт, переходите по тайм-коду. Если вам сложно приготовить куличи за один день, тогда воспользуйтесь этим рецептом на венском тесте. Накануне вечером можно замесить тесто и оставить его на холодную расстойку в холодильнике, а уже с утра испечь куличи. Вкус у этого теста классический, сдобный, в меру сладкий, сбалансированный, с нежным и мягким мякишем. То есть получается вкусный домашний классический кулич. Также для этих куличей мы приготовили классическую глазурь на белках. Рецепт смотрите по тайм-коду. Когда хочется чего-то особенного с большим количеством начинки, попробуйте приготовить румынские куличи кранч. За счет сиропа и начинки кулич влажный, сочный, но не жирный. Тесто просто пуховое, очень нежное, вкусное, слегка сладкое. В целом куличи получаются средние по сладости, как я говорила ранее, сочные, долго не черствеют и однозначно понравятся всем без исключения. Приготовить их несложно, получается с первого раза. Нажимайте на тайм-код и смотрите полный рецепт. Краффин – это модный и очень эффектный вид пасхальной выпечки. Его главная фишка – это слоеная структура и закрученная форма. Мякиш мягкий, слоистый, влажный. Начинка для краффина может быть разной. Вы можете менять вкусы и таким образом каждый раз пробовать что-то новое. Краффин отличается от обычных куличей своим особенным вкусом за счет прослойки сливочного масла и разнообразием начинок. Особенно он понравится детям, ведь он такой вкусный и его так интересно скручивать. Если вы ищете классический рецепт краффина, переходите по тайм-коду. Если вы ищете более облегченный рецепт краффина, в котором не нужно вымешивать тесто, посмотрите этот рецепт. Последним поделюсь рецептом творожного кулича без дрожжей. Это беспроигрышный вариант для тех, кто не дружит с дрожжами. Его мякиш мягкий и нежный, часто напоминает смесь кулича и кекса. Такой кулич можно приготовить буквально за час, он долго остается свежим и, что самое главное, получается с первого раза. Для всех тех, кто не хочет долго вымешивать тесто, а быстренько испечь вкусный домашний кулич, переходите и смотрите рецепт по тайм-коду. Для начала приготовим опару. 100 мл молока доводим до кипения. Затем выключаем нагрев и остужаем молоко до теплого.
Далее в небольшую миску разламываем 30 грамм живых дрожжей или высыпаем 10 грамм сухих дрожжей. Добавляем 1 столовую ложку сахара, это 25 грамм с общего количества. Всего для рецепта нам понадобится 200 или 250 грамм сахара по вкусу. Проверяем молоко пальчиком, оно должно быть теплым и не обжигать. Перемешиваем, чтобы дрожжи растворились. Хочу уточнить, обращайте внимание, чтобы дрожжи были свежими, не просроченными, а также качественными. Добавляем 2 столовые ложки муки с общего количества. Я заранее муку не просеяла, делаю это в процессе. Перемешиваем. Полного растворения комочков не стоит добиваться, они разойдутся в процессе замеса теста. Опара получилась жидкая, накрываем ее пищевой пленкой или полотенцем. Ставим в теплое место на 15-20 минут, за это время она должна вырасти 2-2,5 раза. Я ставлю опару в духовку при температуре 30 градусов. Далее по желанию натираем цедру одного апельсина. Если не любите цитрусовые, тогда пропускайте этот этап. Натираем только верхнюю желтую часть, белая горчит. Цедру соединяем с оставшимся сахаром. Перемешиваем, чтобы сахар приобрел легкий желтый цвет и стал мокрым. Таким образом мы извлекаем из цедры максимально все ароматы, и апельсиновая нотка будет ярко ощущаться в готовой выпечке. Также заранее нужно подготовить наполнители. По весу понадобится 200-250 грамм. Вы можете использовать один вид или взять несколько. У меня в основном изюм и немножко цукатов. Для начала промываем их теплой водой. Далее, чтобы до конца использовать апельсин, будем выдавливать из него сок. Лучше для приготовления выпечки использовать большой сочный апельсин. Прокатываем апельсин ладошкой, чтобы он стал мягче. Выдавливаем апельсиновый сок прямо в изюм. Затем доливаем кипящую воду, чтобы она покрыла цукаты. Таким образом у нас получается горячая температура жидкости, и изюм с цукатами будут хорошо набухать. По желанию, прямо в эту жидкость добавляем ароматизатор. Ром, ваниль или апельсин. Достаточно 1 чайной ложки. Я добавила 2 чайные ложки, и изюм получился прям очень ароматным. Накрываем тарелку пищевой пленкой и оставляем добавки, пока они нам не понадобятся. Все это время мы их трогать не будем. Следующий подготовим сдобу. Уточню, все продукты должны быть комнатной температуры, и на кухне не должно быть холодно. В миску разбиваем 3 яйца, любого размера, который у вас есть. Добавляем ароматный сахар, 1-2 пакетика ванильного сахара по вкусу или половину чайной ложки ванилина, а также всыпаем щепотку соли для баланса вкусов. Яйца с сахаром взбиваем миксером 3-4 минуты на средней скорости до пышной светлой массы. Сильно взбивать яйца не нужно, просто чтобы они посветлели и увеличились в объеме. Далее добавляем 200 грамм сметаны жирностью 20-25%, а также 100 грамм мягкого или растопленного сливочного масла. У меня жирностью 82,5%. Масло добавляем сразу же, а не в процессе замеса, чтобы куличи были максимально сдобными и тяжеленькими. Перемешиваем. По желанию на этом этапе можно добавить щепотку куркумы, а также 1-2 столовые ложки алкоголя, коньяка, рома или водки, чтобы куличи дольше оставались свежими. Я алкоголь не добавляла, поскольку мы куличи съедим сразу же. У меня прошло 15 минут, и опара хорошо поднялась. Это значит, дрожжи рабочие. Добавляем опару в сдобу. Перемешиваем. Далее порционно просеиваем муку. Сразу же всю муку не нужно добавлять, поскольку у всех продукты разные, и ее количество может отличаться. Также влияет, какую муку вы будете использовать для приготовления куличей. Поэтому ориентируемся не на количество муки, а на консистенцию теста. Когда вымешивать лопаткой уже неудобно, выкладываем тесто на рабочую поверхность. Обильно присыпаем ее мукой и вымешиваем тесто. Всего на замес теста вместе с опарой у меня ушло 650 грамм муки. В целом уходит примерно 650-750 грамм муки. Вы смотрите по своей ситуации.
Как видите, тесто хорошо держит форму. Оно собирается в комок, но при этом довольно мягкое и слегка прилипает к рукам. Чтобы удобно было вымешивать это тесто, руки смазываем маслом. Уходит примерно 3-4 столовые ложки. Как только начинает тесто прилипать, я руки смазываю маслом и продолжаю вымешивать. После добавления муки вымешиваем тесто руками примерно 10 минут. За это время оно станет гладким и однородным. Тесто преобразится, вы это прям в руках почувствуете. Если у вас есть планетарный миксер, тогда воспользуйтесь им, будет еще удобнее. Тесто в целом липковатое, поэтому я часто руки смазываю маслом. Если вам сложно вымешивать такое тесто, добавьте в начале чуть больше муки, например, на 30-50 грамм, чтобы было удобнее с ним работать. Но есть важное условие. Тесто должно оставаться мягким. Забивать мукой его нельзя. Если тесто хорошо вымесить, готовые куличи не будут крошиться. Вот каким у меня получилось тесто. Миску смазываем маслом, округляем тесто и кладем в миску. Сверху я его также смазываю остатками масла. Накрываем миску пищевой пленкой или полотенцем. Ставим тесто в теплое место на 1,5-2 часа. Оно должно вырасти минимум в 2 раза. Я расстаиваю тесто в духовке при температуре 30 градусов. Если у вас нету данного режима в духовке, вы можете расстаивать тесто в слегка прогретой духовке или в холодной духовке, но поставить в нее чашку с кипятком, которая будет давать тепло. Перед тем, как доставать тесто с духовки, подготовим цукаты. Все это время они набухали. Прошло примерно 2-2,5 часа. Сливаем всю жидкость. Хорошо просушиваем салфетками или полотенцем. По желанию вы можете так не заморачиваться с наполнителями, а просто залить их на 10-15 минут кипятком и просушить. Но лично, на мой взгляд, наполнители должны быть набухшими, чтобы не вытягивать влагу из теста. Также при добавлении ароматизатора в наполнители они получаются очень ароматными. Далее добавляем 1 чайную ложку муки, чтобы изюм и цукаты равномерно распределились по всему куличу. Вот как выросло тесто спустя 1 час 40 минут. Выкладываем его на рабочую поверхность, растягиваем в пласт. Сверху выкладываем добавки. Собираем тесто вовнутрь. Поскольку оно слегка липнет, я руки смазываю маслом. Вымешиваем тесто несколько минут, чтобы наполнители равномерно распределились. Подготовим формы. Для рецепта нам понадобится 2 формы диаметром 9 см и 2 формы диаметром 11 см. Куличи получаются высокими, поэтому наращиваю высоту пергаментом. Общий вес теста с наполнителями 1 кг 720 грамм. Делим его на 4 части. 2 побольше весом по 500 грамм и 2 поменьше весом по 360 грамм. Далее берем кусочек теста, округляем его и по возможности убираем изюм и цукаты, чтобы не было разрывов шапочки при выпечке. Чтобы удобно было поместить тесто, в конце я придаю ему продолговатую форму. Верхушку поправляю рукой. Визуально, без весов, все формы заполняем наполовину. После этого формы с тестом выкладываем на решетку. Ставим куличи в теплое место на 1-1,5 часа на расстойку, чтобы они выросли в 2 раза. Спустя 1,5 часа тесто хорошо поднялось, оно выше формы высотой 8,5 см. Выпекаем куличи в заранее разогретой духовке. Обычно их пекут при температуре 180 градусов, но в моей духовке они горят. Поэтому я духовку разогрела до 170 градусов, затем температуру опустила до 160 градусов. Первые 25 минут выпекала куличи на среднем уровне, затем опустила на уровень ниже. Если верх сильно зарумянился, можно накрыть его фольгой. В общем, куличи поменьше у меня выпекались 40 минут, куличи побольше 45 минут.
Готовность проверяем шпажкой. Она должна быть сухой. Далее я оставляю куличи на решетке, чтобы они остывали. По желанию на 10-20 минут их можно прикрыть тонким полотенцем, чтобы не было резкого перепада температур. С остывших куличей сразу же снимаю формы. Я не очень люблю бумажные формы. К ним чаще всего прилипает тесто, и поэтому удаляю их сразу. Сейчас я вам покажу свежий остывший кулич. Как вы видите, он очень мягкий. Разрежем и попробуем. Мякиш влажный, мелкопористый, кулич сладкий и ароматный. Я очень люблю куличи на сметане. Они для меня самые вкусные. Уже на следующий день я приготовила глазурь. В этот раз я учла все нюансы, собрала все советы от блогеров и подписчиков и покажу, что нужно сделать, чтобы глазурь на желатине застыла и вообще не липла. 1 чайную ложку желатина, по весу это 4 грамма, заливаем 1 столовой ложкой воды. Это примерно 12-13 грамм. Оставляем набухать. В кастрюлю или сотейник с толстым дном высыпаем 100 грамм сахарной пудры. Следующими добавляем щепотку ванилина или 1 чайную ложку ванильного сахара для приятного аромата, а также добавляем 1 чайную ложку лимонного сока или 1/4 чайной ложки лимонной кислоты. После этого вливаем 2 столовые ложки воды, это примерно 25 грамм. Перемешиваем, чтобы сахарная пудра хорошо растворилась и не было комочков. Я пробовала готовить глазурь с сахаром, но он может кристаллизоваться, поэтому лучше использовать сахарную пудру. Также читайте, чтобы на упаковке не было в составе крахмала. Он может повлиять на застывание глазури. Я раньше не обращала внимания, но часто в сахарную пудру добавляют крахмал. Сотейник ставим на плиту на небольшой нагрев ниже среднего. С момента закипания ничего уже не перемешиваем, а засекаем примерно 1,5 минуты, чтобы сироп хорошо закипел по всей площади. Далее выливаем сироп в миску для взбивания. Оставляем его на 2-3 минуты, чтобы он остыл до температуры 70-80 градусов. Это происходит очень быстро. В остывший сироп добавляем набухший желатин и размешиваем, чтобы он растворился. Взбиваем глазурь 2-4 минуты до нужной консистенции. Она может быть более жидкой, чтобы стекала, или погуще, как у меня. Полученной глазурью сразу же смазываем куличи, поскольку глазурь быстро густеет. Я специально наношу ее толстым слоем. Сверху украшайте по желанию. После этого оставляем глазурь застывать. Спустя 4 часа она абсолютно не липнет, не крошится, не ломается и вообще не прилипает к ножу. В целом, спустя 2 суток я разрежу кулич и мы его попробуем. Что важно, кулич практически не крошится. Мякиш мелкопористый, видно, что изюм распределился по всему объему теста. Конечно, кулич уже не мягкий и не воздушный, но тем не менее мякиш у него влажный и сдобный. Такое ощущение, что спустя время кулич стал еще вкуснее. Он как бы созрел. Мякиш сладкий, ароматный, сдобный. И я привыкла и люблю именно такую пасхальную выпечку. Мы ее называем паска. Этот кулич долго остается свежим и его удобно приготовить заранее. Храним эти куличи в пакетах или в большом контейнере, либо в большой кастрюле. Так они дольше остаются свежими и не засыхают. Благодаря тому, что глазурь не липнет, очень удобно эти куличи ставить в пакет и транспортировать. Для начала готовим опару. 250 грамм топленого теплого молока, я использую покупное, всыпаем 1 столовую ложку сахара и 12 грамм сухих дрожжей или 35 грамм живых дрожжей. Перемешиваем и ненадолго откладываем, чтобы дрожжи активировались. Отдельно в большую миску кладем 150 грамм мягкого сливочного масла комнатной температуры. Всыпаем оставшийся сахар. Всего на опару уходит 50 грамм. Сахар с маслом перетираем в однородную массу.
3 крупных яйца комнатной температуры заранее разделяем на белки и желтки. Белки можно использовать для глазури, а желтки добавляем к маслу с сахаром. Перемешиваем до однородности. По одному вливаем еще 3 крупных яйца. Как вы понимаете, все продукты должны быть комнатной температуры. Перемешиваем. Тем временем дрожжи активировались. Сверху появилась шапочка. Выливаем молоко в миску, перемешиваем. Это и есть наша опара. Готовится она без муки. Опару накрываем кухонным полотенцем или пищевой пленкой. Оставляем при комнатной температуре на 8-12 часов. Готовится опара очень быстро. Удобно опару делать вечером, а спустя ночь можно замесить тесто. По желанию, заранее вечером можно замочить изюм. Для этого апельсин прокатываем ладошкой, так, чтобы он отдал больше сока. Выжимаем сок. 250 грамм промытого изюма заливаем свежевыжатым апельсиновым соком. Ушло 170 мл. Вместо сока можно добавить алкоголь или просто залить горячей водой, но это уже непосредственно перед приготовлением. Спустя ночь подготавливаем остальные ингредиенты. На мелкой терке натираем цедру одного апельсина. Натираем только желтую часть, белая горчит. Аналогично натираем цедру одного лимона. В 200 грамм сахара всыпаем цедру апельсина и лимона. Хорошо перемешиваем, пока сахар не станет влажным и вы не почувствуете приятный цитрусовый аромат. Вот как выглядит опара спустя 12 часов. Сверху мы видим масляный слой. Опару перемешиваем. Далее добавляем сахар и 30 грамм меда, чтобы тесто долго не черствело. Также всыпаем 1 пакетик 10 грамм ванильного сахара, соль для баланса вкуса и по желанию куркуму. Она придает желтый цвет выпечке, но с куркумой нужно быть аккуратным из-за специфического привкуса. Продукты хорошо перемешиваем, чтобы хотя бы частично растворился сахар. Далее частями добавляем просеянную муку. Замешиваем тесто лопаткой. Всего я добавила 700 грамм муки. Тесто вязкое, с лопатки не спадает. Это тесто липнет к рукам, но оно пожиже, чем обычно. Вымешиваем тесто миксером 7-10 минут на высокой скорости. Используем спиральные насадки. Тесто можно вымешать вручную, но это будет дольше и не совсем удобно из-за того, что тесто липкое. Во время вымешивания консистенция теста меняется. Оно становится гладким и однородным. В конце добавляем изюм. С него сливаем сок, если он остался, и всыпаем муку. У меня ушло 3 чайные ложки. За счет обсыпки изюм равномерно распределится в тесте и не опадет на дно куличей. Также всыпаем цукаты. Перемешиваем, чтобы продукты хорошо объединились. У меня изюма больше, чем у автора рецепта, но в целом количество наполнителей такое же. Итак, друзья, тесто готово. Так как моя миска маленькая, делю тесто на 2 части и одновременно буду растаивать в 2 емкостях. Миски накрываем пищевой пленкой или кухонным полотенцем. Кладем тесто в теплое место на 1,5-2 часа. Спустя время вот как хорошо поднялось тесто. Рабочую поверхность обильно смазываем растительным маслом без запаха. Выкладываем все тесто. Обминаем его. Тесто липкое, поэтому руки нужно смазывать маслом. Если вы будете выпекать куличи в бумажных формах, то их мы также смазываем заранее маслом. Далее делим тесто на порционные куски. Тесто округляем руками и кладем в форму. В форму диаметром 9 см я кладу 250 грамм теста. Вы можете это делать просто на глаз. Заполнять формы наполовину. С данного количества теста у меня получилась одна форма диаметром 13 см, вес теста 550 грамм, одна форма 11 см, вес теста 400 грамм, 3 формы по 9 см
и в каждую по 250 грамм теста, а также одна форма диаметром 7 сантиметров, и в нее ушло 150 грамм теста. Всего получится 6 куличей. Все формы перекладываем на противень, кладем в теплое место на 1-2 часа для подъема. Я расстаиваю в духовке при температуре 35 градусов. Спустя 1 час 20 минут вот как подросло тесто. Этого достаточно, можно выпекать. Доставать тесто не будем, сразу же включаем духовку. Выпекаем тесто при температуре 160-170 градусов примерно 30-40 минут, в зависимости от размера кулича. При необходимости верх куличей накрываем фольгой. Следите за этим, чтобы куличи сверху не подгорели. Готовые куличи остужаем на решетке. Самый маленький кулич я выпекала 25 минут, средние 30 минут, а большие 40 минут. Готовность куличей проверяем шпажкой. Она должна быть сухой. Полностью остывшие куличи покрываем глазурью. Вы можете использовать вашу любимую глазурь или попробовать что-то новенькое. Рецепт глазури, которую я приготовила, покажу в следующем видео. Это также проверка. Автор обещает, что глазурь долго хранится и не крошится. И как вы понимаете, мне нужно время, чтобы объективно поделиться впечатлением от рецепта. Вот такие праздничные александрийские куличи получились. Куличи очень мягкие, воздушные и легкие. Покажу вам еще теплый кулич. Форму можно удалять или нет. Это по желанию. Как видите, тесто пружинистое, возвращается в исходное положение. В разрезе мы видим воздушное волокнистое тесто. Эти куличи мне напомнили кулич панеттоне, но более влажный. Как будто бы в рецепте сочетаются сразу два вида куличей – панеттоне и наш сдобный влажный кулич. Эти куличи в меру сладкие, не приторные, с ярким цитрусовым вкусом и ароматом. Вкус топленого молока я не почувствовала. Мякиш у кулича слегка влажный. Он не сухой, но и не супер влажный. Также александрийские куличи мы разрезали на второй день. И по нашим ощущениям, кулич ничем не хуже, чем свежий. А мужу даже понравился больше. Однозначно рецепт рабочий и куличи вкусные. Как мне кажется, эти куличи понравятся любителям легкой пасхальной выпечки. Данное тесто сдобное, но оно не тяжелое. Хранить куличи нужно, завернув в пищевую пленку или в пакетик. Покрывать глазурью желательно непосредственно перед праздником Светлой Пасхи. Для начала приготовим заварную основу, благодаря ей куличи будут долго не черстветь, а также они получатся более влажными и воздушными. В сотейник или кастрюлю с толстым дном, можно даже в сковороду, наливаем 120 мл молока, добавляем 20 грамм муки и перемешиваем. Завариваем муку на среднем или выше среднего нагреве, постоянно помешивая, провариваем массу до загустения. Далее перекладываем заварную основу в неглубокую тарелку, чтобы она быстрее остыла. Можно тарелку ничем не накрывать, а периодически подходить и перемешивать, чтобы на заварной основе не образовалась пленочка. Либо накрываем заварную основу пищевой пленкой в контакт и оставляем остыть до слегка теплой или комнатной температуры. Следующий приготовим опару. В миску выливаем 70 мл теплого молока. Проверяем пальчиком, молоко не должно обжигать. Высыпаем 1 столовую ложку сахара для питания дрожжей. Далее добавляем 30 грамм живых дрожжей или 10 грамм сухих дрожжей. Перемешиваем. Дрожжи используйте свежие, хорошего качества. Это имеет большое значение. Дрожжи используйте те, которым вы доверяете. Следующий добавляем остывшую заварную основу. Перемешиваем до однородной консистенции. Отдельно муку в опару мы добавлять не будем, только заварную основу. Как видите, опара получается жидкой. Накрываем ее пищевой пленкой или кухонным полотенцем, ставим в теплое место на 20 минут. Опара должна увеличиться в 2 раза. Я ставлю опару в духовку при температуре 30 градусов. Выше нельзя, погибнут дрожжи. Если в вашей духовке нету режима для расстойки теста, тогда вы просто ставите опару в выключенную духовку, а рядом оставляете чашку с кипятком. Таким образом мы создадим теплую среду. Далее в большую миску или чашу от планетарного миксера разбиваем 3 яйца. Также отдельно еще 3 яйца разделяем на белки и желтки. Желтки отправляем в чашу, белки ставим в холодильник. Они нам понадобятся позже. Яйца могут быть любого размера, главное, они должны быть комнатной температуры. Если яйца покупные, можно добавить 1/4 чайной ложки куркумы, чтобы пасочки были желтого цвета. Следующими добавляем 250 грамм сахара
сахара, щепотку соли и 2 чайные ложки ванильной эссенции. Это спиртовая настойка ванили, и она очень ароматная, продается в любом супермаркете. Попробовала ею воспользоваться, и пасочки получаются очень ароматными, всем советую. Вместо ванильной эссенции можно добавить 2 пакетика ванильного сахара или ванилин. Ароматизаторы добавляйте по своему вкусу. Яйца с сахаром взбиваем на высокой скорости миксера до пышной светлой массы. Если нету планетарного миксера, тогда взбивайте яйца ручным миксером. Тем временем опара хорошо выросла, это означает, что дрожжи рабочие, активные. Если вдруг у вас опара не поднялась, подождите еще немного, 10-15 минут. Если ничего не происходит, тогда, скорее всего, дрожжи не рабочие, и опару нужно переделать. Подошедшую опару добавляем к взбитым яйцам, перемешиваем венчиком или на низких оборотах миксера. Далее через сито просеиваем половину муки от общей массы. Уходит 300 грамм муки. Замешиваем тесто в планетарном миксере 2-3 минуты с насадкой крюк или ручным миксером со спиральными насадками. Далее добавляем 150 грамм мягкого сливочного масла. Его заранее нужно достать из холодильника и прогреть до комнатной температуры. Перемешиваем до объединения масла с тестом еще 2-3 минуты. После этого просеиваем вторую часть муки, еще 250 грамм. Чтобы крюк не разбрасывал муку в разные стороны, поначалу включаем маленькую скорость, а затем вымешиваем тесто на скорости выше средней. Что касается количества муки, у всех оно будет немного отличаться, поскольку у всех продукты разные и мука разная. Количество муки зависит от размера яиц и от самих свойств муки. Я советую по возможности использовать муку высшего сорта или экстра, желательно с более высоким содержанием белка. Тогда паска получается более волокнистой. У меня 12 грамм белка. Но в любом случае, если вы используете просто хорошую муку высшего сорта, у вас также все получится. И все будет очень вкусно. Учитывая все эти факторы, поначалу я советую добавить 550 грамм муки, а далее смотрите по своей ситуации. По желанию, для приятного цитрусового аромата на мелкой терке натираем цедру одного апельсина, только верхнюю желтую часть, белая горчит. Вот какой примерно должна быть консистенция теста. Тесто мягкое, но в то же время держит форму, не растекается и слегка прилипает к рукам. Добавляем цедру одного апельсина. После добавления всей муки вымешиваем тесто в планетарном миксере примерно 15-20 минут на скорости выше средней. Это же тесто вы можете попробовать вымешивать ручным миксером со спиральными насадками или просто вымесить его руками на столе. Чтобы тесто не прилипало, руки смазываем растительным маслом. Хорошо вымешанное тесто отходит от чаши миксера. Миску для расстойки смазываем растительным маслом без запаха. Тесто округляем. Вот теперь мы можем увидеть, каким оно получилось. Тесто мягкое, эластичное, слегка прилипает к рукам. Кладем его в миску, накрываем пищевой пленкой, делаем несколько дырочек, чтобы тесто дышало. Ставим тесто на расстойку в теплое место. В зависимости от дрожжей и условий для подъема уходит примерно 1,5-2 часа. Нам нужно, чтобы тесто выросло минимум в 2-2,5 раза. Вот дожидайтесь, чтобы оно хорошо поднялось. Тем временем подготовим наполнители. Когда я готовила эти куличи первый раз, подготовила 2 вида начинок. Для первой начинки 100 грамм изюма и 100 грамм цукатов на 5 минут заливаем горячей водой. Затем ее сливаем. Апельсин, с которого мы снимали цедру, разрезаем пополам, выдавливаем из него сок. Далее сок подогреваем, чтобы он стал горячим. Заливаем соком наполнители. По желанию к соку можно добавить 1 столовую ложку ароматного алкоголя. За счет того, что сок горячий, цукаты быстрее набухают. Для второй начинки 80 грамм сушеной вишни или клюквы при необходимости разрезаем пополам и заливаем горячей водой на 5-10 минут.
чтобы вишня стала более мягкой, а также набухла немножко. Когда сухофрукты набухли, они не вытягивают влагу из теста. Спустя время просушиваем вишню бумажным полотенцем. Одну плитку черного или молочного шоколада, у меня 85 грамм, нарезаем кусочками. Вторая начинка готова. Спустя время вот как хорошо поднялось тесто, обминаем его. По инструкции автора данное количество теста рассчитано на 2 формы диаметром 13,5 см, поэтому делю тесто на 2 части. Рабочую поверхность смазываем маслом. Берем половинку теста. Добавляем начинку. Вымешиваем, чтобы наполнители более-менее равномерно распределились. Тесто округляем и перекладываем в форму. Точно так же вторую половину теста расплющиваем руками. Цукаты с апельсиновым соком откидываем на сито и даем жидкости стечь. Добавляем к ним половину столовой ложки муки и перемешиваем. Наполнители с мукой добавляем в тесто, вымешиваем его, чтобы они равномерно распределились. Тесто округляем и кладем в форму. Формы с тестом ставим на расстойку в теплое место на 1,5-2 часа. Они должны подняться практически до верха формы. Сверху уже поднявшееся тесто я покрыла белково-миндальной глазурью. Чуть позже расскажу, как это сделать. В таком виде я поставила куличи выпекаться. И тут меня ожидал неприятный сюрприз. Куличи поднялись как грибочки. Формочки оказались для такого количества теста маленькие. После того, как куличи остыли, я их попробовала. Кулич мягкий, воздушный и очень-очень вкусный. Мякиш сдобный, влажный, такой волокнистый. Эти куличи мне так сильно понравились по вкусу, что я решила приготовить их еще раз. Но в этот раз я рассчитала, как их правильно заполнить тестом. Информацию оставлю в описании под видео. Хочу уточнить, что во второй раз цукаты с изюмом просто залила горячей водой на 10 минут, чтобы они набухли. Воду слила, цукаты просушила. Среднее количество начинки на все это тесто – это 300 грамм наполнителей. Большое количество начинки на все это тесто – это 400 грамм наполнителей. Добавляйте количество наполнителей по своему вкусу. Стол смазываем маслом. Выкладываем тесто. В наполнители добавляем 1 чайную ложку муки и перемешиваем. Вымешиваем тесто, чтобы вошли все добавки. Во второй раз у меня 300 грамм наполнителей. Далее делим тесто пополам, а затем каждую половинку на 2 части. Одна побольше, другая поменьше. Общий вес моего теста 1 кг 780 грамм вместе с добавками. В 2 формы диаметром 11 см я ставлю по 340 грамм теста, то есть заполняю формы на 1/3. В 2 формы диаметром 13,5 см я ставлю по 550 грамм теста, также заполняю их на 1/3. Тесто округляем и убираем добавки сверху, чтобы они во время выпечки не сгорели. В таком виде формы ставим на расстойку до увеличения в объеме в 2-2,5 раза. Тесто должно подняться практически до верха формы. На это уходит примерно 1,5-2 часа, но может уйти и 3 часа, если дрожжи менее активны. Поэтому ориентируйтесь не на время, а на то, чтобы тесто хорошо поднялось в формах.
Для макронажа нам понадобится 2 белка, это 60 грамм. Добавляем к ним 80 грамм сахара и 50 грамм миндальной муки. Перемешиваем, получается густая кашица. Вот как поднялось тесто спустя 2,5 часа. Макронаж перекладываем в кондитерский мешок или полиэтиленовый пакет. Отрезаем уголок и выдавливаем по спирали. Сверху посыпаем куличи миндальными лепестками, а также в конце посыпаем сахарной пудрой. Уходит 1-2 столовые ложки. В таком виде выпекаем куличи в заранее разогретой духовке при температуре 170 градусов, режим вверх-вниз без конвекции. Спустя примерно 20 минут выпечки прикрываем куличи фольгой, чтобы они сверху не подгорели. Спустя 35 минут выпечки проверяю шпажкой на готовность маленькие куличи. Шпажка сухая, достаем их из духовки. Большие куличи пусть пекутся подольше. Далее нам понадобятся длинные шпажки. Так как куличи очень мягкие и воздушные, чтобы они не опали, снизу протыкаем их шпажкой и подвешиваем верхушкой вниз. Точно так же делаю со вторым куличом. Спустя 50 минут выпечки проверяем на готовность куличи побольше. Шпажка сухая, можно доставать их из духовки. Точно так же протыкаю куличи шпажками и оставляю полностью остыть в перевернутом состоянии. Спустя время, когда куличи полностью остыли, показываю, что же получилось. На мой взгляд, эти куличи выглядят очень аппетитно, празднично и стильно. Шапочки у них как надо, и небольшие, и не маленькие. С одного кулича я сняла упаковку и покажу, какой же он мягкий, воздушный. Его можно полностью сжать руками. В разломе видно, что у кулича волокнистая структура. Что особенно приятно, мякиш влажный, сдобный, а также кулич очень вкусно пахнет ванилью и апельсином. Кроме этого, мякиш у кулича желтенький, поскольку во второй раз я добавила щепотку куркумы. Не бойтесь, добавляйте, на вкус это не повлияет. Также хочу показать вам, какой кулич в разрезе на следующий день. Разрезаю его ножом-пилой. На мой взгляд, внутри очень красивый разрез. Во-первых, кулич не крошится, это значит, тесто хорошо вымешано. Во-вторых, у кулича кружевной разрез. Видно, что тесто внутри действительно воздушное. И в конце хочу поделиться еще одним открытием для себя. Как оказывается, куличи можно замораживать. Сейчас я вам это наглядно покажу. Кулич с шоколадом из первой попытки я поставила в 2 пакета, чтобы не было контакта с воздухом. И в таком виде поставила его в морозилку. Спустя неделю я его достала из морозилки, сняла пакеты и оставила размораживаться при комнатной температуре 5 часов. Далее кулич завернула в фольгу и прогрела 15 минут при температуре 100 градусов в духовке. Разрезаю его. Хочу показать, что получилось. Уточню, у меня морозилка с сухой заморозкой и, соответственно, никакой влаги при разморозке не было. Кроме этого, после духовки кулич стал мягеньким, практически как свежий, с чистой совестью. Показываю все как есть. Этот кулич хорошо переносит заморозку. По вкусу и виду он как свежий. Мякиш остался таким же ароматным, влажным и сдобным. От всей души советую этот рецепт. Мне он очень и очень понравился. Я угощала этим куличом своих друзей, все были в восторге, поэтому и вы попробуйте. Вдруг и это ваш рецепт. Готовим тесто вечером. Сейчас у меня 9 вечера. В миску разламываем на кусочки 27 грамм живых дрожжей. Добавляем к ним треть сахара от общего количества. Всего понадобится 170 либо 200 грамм сахара, в зависимости от того, насколько сладкими будут куличи. Лопаткой или ложкой растираем дрожжи с сахаром, пока они не станут жидкими без комочков. Это происходит быстро, буквально 1-1,5 минуты. Далее всыпаем оставшийся сахар, перемешиваем. После чего в миску разбиваем 2 яйца. Добавляем половину чайной ложки соли, 20 грамм ванильного сахара или 2 грамма ванилина. По желанию добавляем ароматизатор рома. Я вылила 2/3 бутылочки. Вместо рома можно добавить лимонную или апельсиновую цедру, либо другой ароматизатор по вашему вкусу.
Далее вливаем 270 грамм сливок жирностью от 10 до 22%. Вместо сливок можно использовать жирное молоко. Продукты перемешиваем венчиком практически до растворения сахара. Как вы знаете, обычно при работе с дрожжами мы используем теплые жидкие продукты. В данном случае, по словам автора, сливки или молоко могут быть комнатной температуры или даже чуть прохладнее, то есть подогревать их не нужно. Автор советует яйца и сливки достать из холодильника за 1 час до приготовления теста. Так я и сделала. Далее в 2 приема просеиваем муку. Поначалу замешиваем тесто венчиком, пока оно жидкое. Затем просеиваем вторую часть муки. Теперь я перемешиваю тесто лопаткой, поскольку оно у меня все еще жидковатое. Тесто растекается, комком не держится, поэтому я добавляю еще 50 грамм муки. Теперь вымешиваем тесто руками 2-3 минуты. Всего у меня ушло 550 грамм муки. Количество муки приблизительное. В пределах 50-70 грамм может отличаться. На это влияет размер яйца, жирность сливок и свойства муки. Полученное тесто липкое. Далее частями добавляем мягкое сливочное масло. Именно его нужно достать заранее из холодильника и хорошо прогреть при комнатной температуре. На растопленное заменить нельзя. Как вмешали часть сливочного масла, добавляем следующую. И снова вымешиваем, пока масло не войдет в тесто. Если вы не хотите вымешивать тесто руками, тогда воспользуйтесь миксером с насадками для теста. Это упростит задачу. Тесто очень липкое, и вымешивать его руками не совсем удобно. В конце замеса добавляем 100 грамм изюма. Его количество я не уменьшала. Вместо изюма можно добавить цукаты или орехи по вашему вкусу. Изюм промываем под горячей водой, просушиваем полотенцем или салфетками, после чего добавляем в тесто. Вымешиваем тесто руками или миксером, чтобы изюм хорошо вошел в тесто. Ну что, друзья, в результате получается мягкое вязкое тесто весом 1 кг 400 грамм. Собрать в шар это тесто не получится, поэтому убираем все тесто с краев к центру. Миску накрываем в 2 слоя пищевой пленкой, чтобы ничего туда не попало. Ставим тесто на ночь в холодильник или в другое прохладное место. В холоде тесто может находиться до суток. Благодаря большому количеству масла тесто не перекисает. Как вы понимаете, растаиваться тесто будет в холоде всю ночь. Итак, спустя ночь достаем тесто из холодильника. Визуально оно как бы не поднялось. Каким было, таким и осталось. Сверху тесто очень плотное, застывшее, холодное. Рабочую поверхность присыпаем мукой. Выкладываем тесто. Будьте готовы к тому, что оно очень плотное, и его нужно силой достать из миски. Мне этот момент был очень непривычен. Такое тесто на куличи я еще не готовила. Из теста формируем рулет. Разрезаем его на 2 части поменьше, примерно по 250 грамм, и 2 части побольше, примерно по 450 грамм. Каждую часть теста округляем. При необходимости присыпаем мукой, если тесто прилипает к рукам. Далее берем 2 формы диаметром 9 см и 2 формы диаметром 11 см. Вы берете те формы, которые есть у вас. Бока и дно формы смазываем рафинированным растительным маслом. Формы диаметром 11 см у меня низкие, и я их высоту дополнительно нарастила антипригарным пергаментом. Выкладываем тесто в форму, поправляем верхушку и убираем изюм, чтобы он не горел. Все формы, которые вы будете использовать, заполняем тестом на 1/3 или на половину высоты формы. Так вы точно не ошибетесь и можете заполнять формы тестом без весов. Далее ставим куличи на расстойку в теплое место. В зависимости, насколько холодное тесто, уходит на расстойку от 2 до 4 часов. Лично у меня ушло целых 5 часов, но тесто у меня было очень холодное. Если в помещении недостаточно тепло, тогда расстаиваем тесто в духовке с включенной лампочкой. Если в вашей духовке есть режим для расстойки теста, или вы можете установить температуру 35 градусов, тогда тесто поднимется быстрее. Не вынимая
Вынимая противень из духовки, переключаем температуру на 180 градусов. И печем куличи на первом или втором уровне снизу духовки. Режим вверх-вниз без конвекции. Последние 10 минут сверху куличи я прикрыла фольгой, чтобы они не подгорели. Готовность куличей проверяем шпажкой. Она должна быть сухой. Как только шпажка сухая, сразу же достаем куличи из духовки. Куличи диаметром 9 см я выпекала 35 минут с момента переключения на температуру 180 градусов. Куличи диаметром 11 см 45 минут. Но у вас время может отличаться. Смотрите по своей духовке. Готовые куличи нежные, воздушные, поэтому остужаем их на боку, чтобы они не осели. Просто вертикально их остужать нельзя. Также куличи на боку периодически переворачивайте, чтобы бочок не подмялся. Вот какой мягкий кулич после остывания. На данном этапе он совсем слегка теплый. Как вы видите, кулич мягкий, воздушный, мякиш очень нежный и не сухой. Мы его прям съели с удовольствием, он такой теплый, вкусненький, нам понравился. Уже на следующий день приготовим глазурь для куличей. Храним куличи в пакетах или в герметичном контейнере, чтобы они не отсыревали. Итак, для глазури в миску высыпаем 100-120 грамм сахарной пудры в зависимости от размера яйца. Добавляем 1 белок, у меня он средний. Продукты взбиваем миксером 2-3 минуты на средней скорости. Далее добавляем 1-2 чайные ложки лимонного сока. Взбиваем еще 1-2 минуты. В итоге получается классическая глазурь с сырым белком. Она густая, белоснежная и не стекает. Если вы куличи будете есть сразу же, можете удалять форму. Если куличи будут стоять, тогда оставьте форму, благодаря ей они дольше будут оставаться свежими. Сверху покрываем куличи глазурью. Она густая, и ее можно накладывать толстым слоем. В конце украшаем посыпкой. В таком виде оставляем глазурь застывать. Если она покрыта толстым слоем, уходит полчаса-час. Спустя время ничего к рукам не прилипает. Я разрезаю кулич на второй день после выпечки. Кулич довольно мягкий, и он слегка крошится. По вкусу это классический добротный кулич. Он и воздушный, и в то же время маслянистый, влажный. Я бы сказала, средний по влажности. По вкусу кулич нам понравился. По желанию добавляйте побольше наполнителей, цедру лимона или апельсина, тогда вкус будет более ярким. В таком формате это средний по сладости, вкусный классический кулич. Как видите, в целом личного времени на приготовление данного кулича много не нужно, но приходится долго ждать с расстойкой. Если вам это подходит, пробуйте, рецепт рабочий. У меня с первого раза получилось. Для теста в миску кладем 15 грамм живых или 5 грамм сухих дрожжей, но лучше использовать живые прессованные дрожжи. По желанию можно их раскрошить. Добавляем 2 чайные ложки сахара с общего количества. Всего для теста понадобится 2 столовые ложки сахара. Вливаем половину молока от общего количества. Всего понадобится 130 мл. Мы вливаем 65 мл. Молоко теплое, не горячее. Перемешиваем до растворения дрожжей. Добавляем 2 чайные ложки муки с общего количества. Всего понадобится 330 грамм. Все пропорции в ложках и стаканах в описании под видео. Перемешиваем. В итоге получается жидкая опара. Накрываем миску пищевой пленкой или полотенцем. Ставим в теплое место на 10-15 минут. Тем временем в миску кладем 70 грамм мягкого сливочного масла. Добавляем к нему оставшийся сахар. Это примерно 1 столовая ложка. Продукты взбиваем миксером 5-10 минут в зависимости от мощности миксера. Масло побелеет, увеличится в объеме и в целом станет воздушным, как крем. Сахар раствориться не успеет. Лично у меня прошло 20 минут, и вот как подошла опара. Она пышная, воздушная, имеет много пузырей. Такой и должна быть. Если у вас этого не произошло, то скорее всего попались плохие дрожжи, либо не свежие или некачественные. Опару в таком случае нужно переделать, иначе тесто не подойдет. Ну а мы продолжаем замес теста. В подошедшую опару вливаем оставшихся 65 мл молока. Они также теплые. Затем добавляем 1 яйцо и 1 желток комнатной
комнатной температуры. Всыпаем пол чайной ложки без верха соли и 1 пакетик 10 грамм ванильного сахара, можно щепотку ванилина. Для цвета добавляем пол чайной ложки без верха куркумы, но с ней нужно быть аккуратным. Куркума имеет специфический привкус, ее можно добавлять поменьше. Продукты перемешиваем венчиком. Следующий порционно добавляем муку. Тесто вымешиваем лопаткой или ложкой. Всыпаем часть муки и перемешиваем. Когда тесто стало погуще, добавляем взбитое сливочное масло. Вмешиваем его в тесто лопаткой. Затем высыпаем оставшуюся муку. Как я говорила ранее, у меня ушло 330 грамм муки. Как видите, тесто в итоге получается жидким. Его можно вымешивать двумя способами. Первый – это руками, просто на рабочей поверхности. Руки я ничем не смазывала. Вымешиваем тесто 15 минут. Второй способ менее трудоемкий. Это же тесто вымешиваем с помощью миксера, насадками для теста. Уходит также 15 минут. Делайте как вам удобно. В конце руки смазываем маслом и достаем тесто из миски. Округляем его, оно получается очень мягким и липнет к рукам. Миску смазываем маслом, кладем в нее тесто. Накрываем миску пищевой пленкой или кухонным полотенцем. Ставим тесто на расстойку в теплое место на 1 час. Я расстаиваю в духовке при температуре 35 градусов. Тем временем подготовим начинку. 260 грамм грецких орехов заранее промываем, затем сушим их на сухой сковороде до хруста. Уходит 5-7 минут в зависимости от нагрева. Далее орехи измельчаем в крошку. Пересыпаем ее в миску. Добавляем 150 грамм сахарной пудры. Перемешиваем. Вливаем 50 или 60 мл молока, в зависимости от ваших орехов. Перемешиваем. Получается влажная, но не мокрая ореховая начинка. Оставляем ее остывать. Вот как поднялось тесто спустя время. У меня прошло чуть больше часа. Рабочую поверхность присыпаем мукой. Выкладываем тесто и обминаем его. Далее делим на 2 части, примерно по 305-310 грамм. Каждую часть округляем. При необходимости подсыпаем муки, поскольку тесто липкое. Заготовки накрываем и оставляем тесто отдохнуть на 15 минут. Спустя время одну часть теста откладываем и накрываем, чтобы тесто сверху не сохло. Рабочую поверхность присыпаем мукой. Раскатываем тесто в тонкий прямоугольный пласт толщиной примерно 5 мм. Далее выкладываем на тесто половину начинки. Распределяем тонким слоем, не доходя до краев 1 см. Сворачиваем тесто в плотный рулет. Край защипываем. Затем рулет разрезаем посередине острым ножом. Не доходим до края 1-2 см. С 2 половинок плетем косичку. Край защипываем. Далее косичку сворачиваем вот таким образом. Форму диаметром 13 см смазываем растительным маслом без запаха. Кладем в нее тесто. Аналогично формируем второй кулич. Формы с тестом ставим в теплое место для расстойки на 30-40 минут. Так как у меня формы очень мягкие, во время расстойки, чтобы кулич не получился кривым, пришлось использовать еще по одной форме.
У вас такого может и не быть. Это зависит от качества самих форм. Вот как поднялись куличи после расстойки. Одно яйцо взбиваем с 1 столовой ложкой молока. Аккуратно сверху смазываем куличи. Выпекаем их в заранее разогретой духовке при температуре 180 или 190 градусов примерно 40-45 минут. Учитывайте особенности вашей духовки. Если верх быстро подрумянился, накрываем куличи фольгой и допекаем. Тем временем подготовим сироп для пропитки. В сотейник выливаем 50 мл воды, всыпаем 50 грамм сахара, перемешиваем. Доводим сироп до кипения и кипятим 2 минуты. Сахар полностью растворится. Переливаем сироп в пиалку и остужаем. Готовые куличи достаем из духовки, смазываем их сиропом. Чтобы он проник вовнутрь, куличи накалываем зубочисткой, используем весь сироп. В таком виде куличи оставляем полностью остыть и пропитаться. После этого их можно разрезать. Автор советует пробовать их спустя ночь. Так и сделаем. Спустя ночь удаляем формы. Как видите, куличи золотистые, сироп сверху не липнет. Я немного смажу свежим сиропом, просто для красоты. Выглядят эти куличи очень необычно. Вес каждого 530 грамм. Разрежем и посмотрим, какие они внутри. Это тот случай, когда много начинки. Попробуем. Как вы понимаете, тесто уже не такое свежее и мягкое, как только испеченное. Но тем не менее, этот кулич очень вкусный. Я могу сказать одно. Это один из самых вкусных куличей, которые я пробовала. За счет сиропа и начинки кулич сочный, влажный, слоистый, но не жирный. Тесто воздушное, нежное, вкусное, слегка сладкое. Все продукты хорошо сочетаются друг с другом. Начинка придает этому куличу особый вкус и аромат. Начинка получается вкусной, сладенькой. Также куличи сверху сладенькие за счет сиропа, а в целом они средние по сладости. Что интересно, каждый кулич имеет свой узор внутри. Казалось бы, сворачиваешь одинаково, а выглядят они по-разному. В общем, друзья, это тот случай, когда кулич хочется есть и есть. И что важно, пробую я его на второй день, и он такой вкусный. В моей семье этот кулич понравился всем. В первую очередь готовим опару. В удобную емкость выливаем 200 мл теплого молока, добавляем 1 столовую ложку сахара от общей массы и 12 грамм сухих дрожжей или 36 грамм живых дрожжей. Перемешиваем и оставляем подходить на 5-7 минут до образования пышной шапочки. В миску разбиваем 2 крупных яйца и добавляем 3 желтка. Белки нам не понадобятся. Высыпаем оставшийся сахар, всего было 120 грамм. 1 пакетик 10 грамм ванильного сахара и щепотку соли. Взбиваем миксером до пышной светлой массы. На это уйдет примерно 3-4 минуты. На мелкой терке натираем цедру 1 апельсина и 1 лимона. Натираем только самую верхнюю часть, поскольку белая часть горчит. Также выдавливаем сок из апельсина. Нам понадобится 50 мл. У меня такое количество получилось из половинки крупного апельсина. В большую сухую миску просеиваем часть муки. Поначалу я просеяла 450 грамм. В муке делаем небольшое углубление. Добавляем подошедшие дрожжи. Если вдруг у вас не появилась пышная шапочка, тогда повторите данный этап, поскольку дрожжи не прореагировали, а это значит, что тесто не подойдет. Следующими добавляем взбитые яйца, цедру апельсина, лимона, а также апельсиновый сок и 30 грамм меда. Если он твердый, слегка подогрейте его на паровой бане или в микроволновке. Перемешиваем до однородности. Как видите, получилось жидкое тесто, поэтому добавляю еще муку. Уже руками замешиваем тесто. Вливаем 80 грамм растопленного сливочного масла. Оно может быть теплым или комнатной температуры.
также досыпаю еще муку. В общем, я добавила 650 грамм муки. У вас количество может немного отличаться. В итоге тесто должно получиться липким. Мы его перекладываем на стол и вымешиваем руками примерно 15 минут. Скажу сразу, это процесс трудоемкий и тесто сильно липнет к рукам. Но муку лучше не добавлять, чтобы не забить тесто. Поэтому, если у вас есть планетарный миксер, можно смело вымесить тесто с его помощью. После вымешивания тесто стало более гладким и однородным. Миску, в которой будем растаивать, смазываем маслом. Тесто округляем и также смазываем маслом. Миску накрываем пищевой пленкой и кладем тесто в теплое место для подъема в 2-3 раза на 1 час. Я растаиваю в духовке при 35 градусах. Тем временем приготовим песочную крошку. Смешиваем 120 грамм муки, 120 грамм сахара и 60 грамм мягкого сливочного масла. Все перетираем в крошку и кладем в холодильник. Также нужно подготовить формы. У меня твердые бумажные формы диаметром 12 см. Их высоту я увеличила пергаментом до 15 см. Дно и бока формы застелила антипригарным пергаментом. Если не уверены в качестве пергамента, тогда его нужно смазать маслом. Я пробовала увеличить пергаментом мягкие бумажные формы, и они, к сожалению, не держат форму. Может, кому-то эта информация будет полезной. Спустя 1 час тесто хорошо поднялось. Подошедшее тесто перекладываем на стол и делим на 2 равные части. Каждую из частей подкатываем в шар и оставляем отдохнуть на 5 минут. Сверху накрываем пленкой, чтобы тесто не заветрилось. Вес одной части 600 грамм. Далее каждую часть теста нужно раскатать в тонкий пласт. Тесто очень живое, мягкое, пластичное и не рвется при раскатке. Чем тоньше вы его раскатаете, тем более слоистым получится кулич. Сверху тесто смазываем сливочным маслом. На одну часть уходит около 30 грамм масла. Его можно заранее растопить. Также посыпаем половиной песочной крошки. А затем добавляем наполнители по вкусу. Всего на 2 рулета понадобится 200 грамм изюма и 160 грамм цукатов. У меня дыня и клюква. Крупные цукаты заранее режем, а твердые заливаем горячей водой. Раскатанный пласт заворачиваем в плотный рулет. Как видите, рулет получается длинным. Его мы накрываем пищевой пленкой и ненадолго откладываем. Аналогично формируем второй рулет. Каждый рулет посередине в длину разрезаем острым ножом. Стараемся не приминать слои теста. Из каждой полосы закручиваем кулич, чтобы разрез теста был снаружи, а соответственно были видны слои теста. Поначалу формируем дно, чтобы его диаметр был меньше диаметра формы для выпечки. На дно выкладываем тесто, чтобы слои были снаружи. Верхушку кладем вовнутрь. Если что-то выпало, просто кладем это на место. Вот каким получается кулич. Перекладываем его в форму. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить слои.
Таким же образом закручиваем все куличи. Далее кладем их на расстойку в теплое место еще на 1 час. Спустя время тесто поднялось. Выпекаем его в разогретой духовке до 200 градусов 5-7 минут. Затем температуру снижаем до 180 градусов и выпекаем еще 30-35 минут. В моем случае духовка печет интенсивно и куличи сразу же схватились сверху, поэтому я их накрыла фолькой и так допекала. Если у вас духовка печет интенсивно, учтите этот момент. Готовые куличи проверяем шпажкой, она должна быть сухой. С горячих куличей снимаем формы. Остужаем на решетке. Остывшие куличи сверху присыпаем сахарной пудрой. С данного количества теста получилось 4 кулича весом по 400 грамм. Куличи получились очень аппетитными и вкусно пахнут. Давайте разрежем и попробуем. Кулич еще слегка теплый. Тесто получилось желтоватое из-за сока и цедры. Также оно очень вкусно пахнет апельсином и лимоном. Запаха дрожжей абсолютно нету. Внутри тесто очень воздушное и мягкое. Также оно разделяется на слои. Этот кулич сладенький, именно такой, как нужно. Очень ярко чувствуется сок в тесте. Я никогда ранее его не добавляла, и как оказывается, это очень вкусно. Также тесто получилось влажное, именно за счет песочной крошки. Особенно я это почувствовала на второй день, когда кулич постоял. Этот кулич не сухой, его не хочется запить. В общем, получилось очень и очень вкусно. Нам эти куличи очень понравились. И самое главное, что вкусно и когда кулич свежий, и когда постоял. Рецепт стоящий, и это один из самых вкусных куличей, которые я пробовала. И вы также попробуйте их приготовить. Надеюсь, куличи вам понравятся. Для начала подготовим продукты для теста. Все они должны быть комнатной температуры. Молоко прогреваем до теплого, сливочное масло заранее достаем из холодильника примерно за 2 часа до готовки, чтобы оно стало мягким. Тесто мы будем готовить безопарным способом, поэтому в первую очередь в миску просеиваем 650 грамм муки. Затем всыпаем 1,5 упаковки, это 11 грамм сухих быстродействующих дрожжей. Перемешиваем сухие ингредиенты, ненадолго отставляем муку. Приготовим сдобу. В миску выливаем 300 мл теплого молока. Пробуйте пальчиком, молоко не должно обжигать. Затем добавляем 3 яйца и 250 либо 300 грамм сахара, в зависимости, насколько сладким вы любите тесто. Чтобы краффины были ароматными, всыпаем 2 упаковки ванильного сахара. Чтобы тесто долго не черствело, добавляем 40 грамм меда. Если мед твердый, совсем слегка прогреваем его в микроволновке или в сотейнике на плите. Для баланса вкуса всыпаем пол чайной ложки соли. Если вы любите цитрусовую нотку в пасхальной выпечке, тогда на мелкой терке натираем цедру одного апельсина, либо одного лимона. Можно и апельсина, и лимона. Так будет еще вкуснее. Натираем только самую верхнюю оранжевую часть. Белая горчит. Далее апельсин разрезаем и выдавливаем сок. Нам понадобится 60 мл апельсинового сока. Это примерно сок из половинки крупного апельсина или практически целого среднего апельсина. По желанию сок можно не добавлять, но он придает изюминку тесту. После этого продукты перемешиваем венчиком. Ничего взбивать не нужно. Далее в муке с дрожжами делаем углубление. В середину выливаем сдобу. Замешиваем тесто лопаткой или ложкой. Уходит примерно 2 минуты. В этом рецепте теста есть свои особенности приготовления. Всю муку сразу же мы не добавляем. То есть просеянные 650 грамм – это не вся мука, которая нам понадобится. Также мы приготовим тесто без длительного вымешивания руками и миксером. Но что интересно, краффины получатся очень пышными и воздушными. Итак, тесто получается очень липким. Подравниваем его, накрываем полотенцем и оставляем на 10-15 минут отдохнуть при комнатной температуре. За это время мука впитает в себя влагу и тесто станет чуть менее липким.
Спустя время добавляем в тесто 120 грамм мягкого сливочного масла. Вмешиваем масло в тесто руками. Без этого никак лопаткой вмешать не получится. Сделать это несложно. Масло мягкое и быстро объединяется с тестом. У меня ушло буквально 1-2 минуты. Как только объединились продукты, просеиваем в тесто еще 100 грамм муки. Теперь мы добавили всего 750 грамм муки. Тесто снова вымешиваем руками, пока оно не станет однородным. Как вы понимаете, наша задача просто вмешать муку. Долго вымешивать тесто не нужно. У меня снова ушла примерно 1 минута. Тесто стало чуть менее липким. Собираем его со стенок миски. Сверху смазываем 1 столовой ложкой рафинированного растительного масла. Накрываем миску пленкой и делаем небольшое отверстие. Растаиваем тесто в теплом месте. 40-60 минут. Я это делаю в духовке с включенной лампочкой, то есть духовку я заранее не прогревала. Если у вас в духовке есть режим для расстойки, либо ее можно прогреть до 35-40 градусов, тогда воспользуйтесь этим, тесто поднимется быстрее. Вот как оно подросло спустя 1 час. Обминаем тесто. И уже в последний раз просеиваем еще 100 грамм муки. Теперь мы всего добавили 850 грамм муки. Снова вымешиваем тесто 1-2 минуты, чтобы вошла вся мука. Если вы не хотите вымешивать тесто руками и у вас есть планетарный миксер, либо обычный миксер с насадками для замеса теста, тогда добавляйте сразу же всю муку и вымешивайте тесто 10-15 минут. Как видите, после последней порции муки тесто стало еще чуть гуще, но все равно оно липкое. Собираем его со стенок, подравниваем верхушку. Сверху смазываем 1 столовой ложкой рафинированного растительного масла. Накрываем пищевой пленкой. Делаем прокол и ставим тесто на повторную расстойку. Еще на 40-50 минут. Пока подходит тесто, подготовим начинки для краффинов. Я их сделала на свой вкус. Надеюсь, вам они понравятся. Всего у нас будет 5 видов начинок. Первая начинка – шоколад-вишня. Нам понадобится 50 грамм любых орехов, у меня миндаль, 50 грамм сушеной вишни и 50 грамм шоколада, натертого на терке. У меня молочный. Орехи заранее заливаем горячей водой на 5 минут, затем ее сливаем и орехи просушиваем бумажным полотенцем. После этого 15 минут подсушиваем в духовке при температуре 120 градусов Цельсия. Орехи измельчаем на небольшие кусочки. Вторая начинка по мотивам Баунти. Для нее берем 1 детский сладкий творожок и по 30 грамм миндальных лепестков, а также кокосовой стружки. Третья начинка классическая с цукатами. 120 грамм цукатов заливаем на 5 минут горячей водой, сливаем ее и просушиваем бумажным полотенцем. Четвертая начинка с орехами и изюмом. Для нее понадобится 70 грамм грецких орехов, 100 грамм изюма и 20 грамм сахара. Орехи заранее заливаем горячей водой на 5 минут, сливаем и просушиваем. В духовке 15 минут при температуре 120 градусов. Орехи измельчаем на небольшие кусочки. Изюм заранее заливаем горячей водой на 5 минут, сливаем ее и просушиваем бумажным полотенцем. Измельчаем изюм в пюре. Соединяем орехи с изюмом, добавляем сахар, по желанию половинку чайной ложки корицы. Перемешиваем. Пятая начинка маковая. Нам понадобится 100 грамм мака, 125 грамм молока, 50 грамм сахара и 1 чайная ложка манки. Мак измельчаем в кофемолке, добавляем 1 чайную ложку манки и перемешиваем. Молоко с сахаром прогреваем в кастрюле, пока не растворится весь сахар. Добавляем мак. Варим начинку на маленьком огне примерно 8 минут, пока она не загустеет. Начинку периодически помешиваем. Вот какой густой она получается. Перекладываем ее в тарелку, добавляем 10-20 грамм сливочного масла. Перемешиваем, остужаем. Вот как подросло тесто спустя 1 час. Обминаем его. Стол смазываем рафинированным растительным маслом, выкладываем тесто и округляем. Оно очень мягкое, воздушное и липнет к рукам, поэтому руки смазываем маслом. Делим тесто на 5 частей по 330 грамм.
каждую часть теста округляем. Выкладываем на край стола и накрываем пищевой пленкой. Это мы сделали для того, чтобы у нас было пространство для формирования краффинов. Стол и руки смазываем маслом. Тесто немного растягиваем руками, а затем раскатываем скалкой в пласт толщиной 3-4 мм. Далее берем кусочек сливочного масла весом 20 грамм. Заранее 5 кусочков масла оставляем прогреться при комнатной температуре до мягкого. Масло распределяем ложкой по всему тесту. Далее выкладываем шоколад, орехи и вишню. Ее я также заливала горячей водой на 5 минут, просушила и разрезала пополам. Далее сворачиваем рулет. Заранее хочу предупредить, что тесто прилипает к столу, поэтому обязательно его нужно обильно смазать маслом. Также тесто очень мягкое и нежное, и мне было его сложновато свернуть в рулет с начинкой. Поэтому следующие краффины я буду формовать при помощи муки. Защипываем края рулета. Разрезаем острым ножом краффин посередине, не доходя 1-2 см. Далее каждую половинку сворачиваем в улитку, затем выкладываем хвостик и сверху вторую улитку. Выпекать краффины я буду в бумажных формах диаметром 11 см. Их высота 8,5 см, поэтому бока формы наращиваем пергаментом до 12-15 см. Все оставшиеся 4 краффина я формовала, присыпая стол, тесто и руки мукой. Мне так проще, а вы делайте как вам удобно. Тесто точно так же раскатываем в прямоугольный пласт. Затем смазываем мягким маслом. Далее выкладываем начинку. Сладкий детский творожок. Он мягкий, как творожный крем. Поверх посыпаем кокосовой стружкой и миндалем. Сворачиваем тесто в рулет. При помощи муки оно у меня менее липкое. Защипываем все края. При необходимости подравниваем, чтобы рулет был одинаковым по всей толщине. Разрезаем рулет посередине, не доходя 1-2 см. Точно так же сворачиваем половинки в улитку. Важный нюанс. Диаметр улитки должен быть меньше диаметра вашей формы. Это нужно для того, чтобы вам было удобно засунуть заготовку в форму. Следующим формируем краффин с цукатами. Далее собираем краффин с орехами и изюмом. Вот так вот двумя руками ставим заготовку в форму и поправляем пергамент при необходимости. Последним я сделала краффин с маком. Все формы с краффинами по мере приготовления оставляем на противне, сверху накрываем полотенцем. После того, как сформовали краффины, они должны постоять при комнатной температуре полчаса, чтобы хорошо подняться. Первые 3 краффина я сделала пораньше, и они уже подросли, поэтому я их буду выпекать сразу же. Остальные 2 оставлю для подъема. Вы можете выпекать все 5 сразу, главное, чтобы все они подросли. Смотрите по своей ситуации. Выпекаем краффины в заранее разогретой духовке на 2-м уровне снизу при температуре 170 градусов 40 минут до сухой шпажки. Вот у меня подошла 2-я партия. Я ее точно так же выпекала. Шпажкой проверяю каждый краффин. Остужаем все краффины на мягкой поверхности. Выкладываем на бочок. Во время остывания периодически переворачиваем на другой бок, чтобы они не примялись. Это мы делаем, потому что готовые краффины очень мягкие и воздушные. Как краффины остынут, удаляю все формы. Если вы не будете есть краффины сразу же, тогда убирайте только пергамент. В форме краффины будут дольше оставаться свежими. Я же все их открываю, чтобы показать, какими они получились. Ну что, друзья, вот такие красивые и высокие краффины в итоге. Вес каждого
в пределах 450-500 грамм. На мой взгляд, выглядят краффины очень аппетитно. Сверху посыпаем их сахарной пудрой. А теперь я покажу, какие они мягкие и нежные. Также каждый краффин я разрежу, чтобы вы увидели, какие они внутри. Маковый краффин – это моя любовь. Пушистое невесомое тесто и сочная маковая начинка. В таком варианте начинка очень похожа на покупную. А вот каким получился краффин Баунти. Творог впитался в тесто, видна кокосовая стружка. Этот краффин очень нежный, вкусно пахнет кокосом и апельсином. Ореховый краффин по-своему очень аппетитный. В нем есть легкая кислинка от изюма, а также начинка добавляет сочности выпечки. Наиболее нейтральный по вкусу краффин с цукатами. Из-за цукатов при разрезе появились соломы в тесте, потому что я разрезаю его свежим. И последним покажу краффин с шоколадом. Все краффины по-своему очень вкусные. Тесто удачное, супер пушистое, воздушное, ароматное. Получилось действительно очень вкусно. Мы ели эти краффины несколько дней, они долго не черствеют. Приятный бонус, что тесто 2-3 дня вообще не черствеет. Хранить его можно в закрытом пакете или в герметичном контейнере. Изюм промываем и заливаем кипятком на 10 минут. Всего для рецепта нам понадобится 100 грамм добавок. Это может быть только изюм или смесь цукатов или сухофруктов. Итак, все продукты должны быть одинаковой комнатной температуры. Заранее достаньте их из холодильника примерно за час-полтора, в зависимости от температуры на кухне. Для творожного кулича лучше выбирать жирный, не сухой творог. У меня 9%. Но, конечно, вкуснее всего будет с домашним творогом. Если творог крупинками, его нужно перебить блендером до пастообразной консистенции. Или можете сразу покупать однородный пастообразный творог. Отдельно к 80 грамм мягкого сливочного масла добавляем щепотку соли, 150 грамм сахара, это примерно 6 столовых ложек с горкой, 1 пакетик 10 грамм ванильного сахара, натираем цедру половинки лимона, только верхнюю желтую часть белая горчит. Вместо лимона можете натереть цедру апельсина или вообще не добавлять цитрусовые, если их не любите. Перемешиваем продукты ложкой или лопаткой до объединения. Далее масло с сахаром взбиваем 4 минуты на высокой скорости миксера, чтобы масло посветлело и увеличилось в объеме. В процессе снимаем масло со стенок миски, чтобы все масло равномерно взбилось. По одному добавляем яйца комнатной температуры и взбиваем 40 секунд примерно. Затем следующее яйцо, они у меня среднего размера. Далее в 2 подхода добавляем творог и перемешиваем. Со второй порцией добавляем 1 столовую ложку лимонного сока. Это примерно 8-10 грамм. Перемешиваем. Лимонный сок добавляйте по желанию. Если температура продуктов немножко отличалась, например, что-то было холоднее, то в процессе масло может свернуться крупинками. Но даже если такое произойдет, не волнуйтесь. На конечный результат это особо не повлияет. Продолжайте замес теста. Главное, что изначально мы хорошо взбили масло. С изюма сливаем горячую воду, просушиваем его салфетками. Добавляем изюм и цукаты в тесто. Перемешиваем. Я приглашаю всех в свой телеграм-канал. Там вы сможете поделиться фотографиями своих куличей. Далее порционно добавляем муку, примерно 150 грамм. Вместе с ней половину чайной ложки разрыхлителя и четверть чайной ложки соды. Соду добавляем обязательно, потому что творог и лимонный сок кислые, и сода их будет нейтрализовать. В крайнем случае, если не хотите добавлять соду, боитесь, что она будет пахнуть, тогда добавьте побольше разрыхлителя, минимум 1 чайную ложку.
часть разрыхлителя компенсирует кислоту продуктов. Кроме этого, хочу уточнить нюанс. Количество муки может отличаться, поскольку продукты у всех разные. В итоге должно получиться не густое, я бы сказала, среднее по густоте воздушное тесто. Раскладывать его будем по двум формам диаметром 9 см. Формы предварительно ничем не смазываем. Заполняем тестом чуть больше, чем наполовину. Разравниваем верхушку. Всего у меня получилось примерно 750 грамм теста. В каждую форму я ставлю по 375 грамм теста. Ставим формы на противень, сверху накрываем их фольгой, чтобы верхушка у куличей не получилась вулканчиком. Поскольку это кексовое тесто, у него есть особенность подниматься горкой и трескаться. Чтобы этого избежать, мы накрываем куличи фольгой. Выпекаем куличи в заранее разогретой духовке при температуре 170 градусов первые 20 минут с фольгой, затем ее снимаем и допекаем еще примерно 30 минут до сухой зубочистки или шпажки. Готовность обязательно проверяйте. Шпажка должна быть сухой. Если влажная, допекайте еще под фольгой, чтобы кулич не подгорел. Если у вас духовка печет интенсивно, как и у меня, то на следующий раз я их буду выпекать при температуре 160 градусов, чтобы куличи получились менее зажаристыми. Также хочу показать, что у меня немножко треснула верхушка, но в сравнении с вулканчиком это мелочи. Перекладываем бездрожжевые куличи на решетку, чтобы они полностью остыли. Затем снимаем формы. Когда куличи свежие, они мягенькие и воздушные. Ненадолго их отставляем. Готовые куличи покрываем любой глазурью, которую вы любите. У меня здесь глазурь на желатине. Недавно в ролике я поделилась всеми нюансами, чтобы эта глазурь действительно высохла и не прилипала к рукам и пакету. Как всегда, украшайте куличи по вашему вкусу. Если вам интересно, как сделать такие цветочки из маршмеллоу, то ссылку на глазурь и цветочки я оставлю в описании под видео. Сразу же хочу отметить, что приготовить их несложно, намного быстрее, чем классические сдобные куличи. В принципе, взбивать их вообще недолго, примерно на приготовление каждого кулича вместе с выпечкой уходит час. У меня еще глазурь не засохла, но я хочу уже разрезать творожный кулич со сливочным маслом и яйцами, пока он свежий. После полного остывания этот кулич уже не такой мягкий, он стал такой более плотненький. Пробуем. По вкусу это добротный творожный кекс, сладкий, ароматный, с большим количеством цукатов. Чтобы вы понимали, тесто кексовое. Получается вкусно, на сдобные куличи не похоже. Спустя ночь, когда глазурь застыла, разрежу и покажу куличи. Я стараюсь показывать разрез на второй день, поскольку пасхальную выпечку мы не едим свежую, а на второй-третий день. Разрежем творожный кулич со сливочным маслом. Что приятно, на следующий день он не зачерствел и по вкусу как свежий. Кулич вкусный, смело пробуйте. Спасибо всем за просмотр. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Хочу поздравить всех моих дорогих подписчиков с наступающим праздником Пасхи. От всего сердца желаю всем мира и добра. А также пусть ваши пасочки получаются с первого раза. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока.